У нас такой склад ума, что днем мы работаем умом, а на склад приходится ехать ночью. Меня часто спрашивают, а чем вы там занимаетесь? И вот, я как раз и решила рассказать, чем занимается наша организация. Причем без меня. Прямо сейчас. Я тут не была уже года 2. С того момента, как разгружали предпоследнюю фуру. А оказывается, работа-то движется без меня. Вот сюда, например, разгружали последнюю фуру. Я, к сожалению, в этот момент была не тут, а была в Страсбурге. А это другое направление нашей деятельности, но про него в следующий раз. Летом разгружать фуру, конечно, приятное дело. Люди пьют чаек, таскают себе коробочки, мешки, мебель, а потом уже более приближенные к организации активисты и волонтеры, горестно окинув взглядом новоприбывшую гору, берут в аренду прицепы. Это, кстати, стоит в Литве от 15 до 25 евро. И перевозят по чуть-чуть нашу гуманитарку в офис. К этому моменту наступает зима, и разбирать мешки в условиях минус 15-градусного мороза или в южной метели не очень удобно. И эта работа не прекращалась никогда, даже если я про нее не знала. Про это даже БТ мимоходом упомянула словами сбежавшей в Беларусь Ольги Ташкевич, которая так прямо и говорит: «Я пошла карать на одежду». Пошла не только она одна. Спасибо всем тем активистам и активисткам, волонтерам и волонтеркам за вашу помощь и долгую многолетнюю работу по ежедневному перебиранию помощи для белорусов и украинцев. Вы все герои, и я вами очень горжусь. Но почему я обращаюсь ко всем вам сегодня, мои дорогие подписчики? Не все в жизни можно сделать только за счет добровольной волонтерской работы. Склад сам себя не наймет, автомобиль сам себя не заправит, а прицеп, к сожалению, за теплый свитер в аренду нам не сдадут. Поэтому нам нужна ваша помощь. Нам нужны деньги для погашения долга по аренде. Нам нужна сумма около 2000 евро. Собрано пока только около 10%, и нам без вас не справиться. Сейчас на экране, а еще в описании к видео будет ссылочка, как нам помочь. А пока вы раздумываете над этими словами, давайте я вам покажу новости археологии. Видите вот эти гигантские ворота? Поговаривают, что после взятия Трои грекам негде было хранить своего гигантского троянского коня. И они поместили его сюда. Также греки, а потом и немцы, присылали нам троянские кровати, троянские шкафы и множество троянской обуви. Это шутка, конечно, но обратите внимание на наши масштабы. В этот склад одновременно мы могли разгрузить 3 фуры с гуманитаркой. Опасность для волонтера, конечно, была в том, что приходилось следить, чтобы его или ее не засыпало упавшими с высоты 5 метров мешками и коробками. А если мешки обычно мягкие, то в коробках может быть или сковорода, или старый немецкий бабушкин сервиз, или какая-нибудь пила-ножовка. В общем, из-за того, что фуры иногда накладывались одна на другую, мешки с коробками часто ложились слоями. И мы теперь можем водить сюда группы студентов-археологов из ближайшего университета, чтобы показывать, как устроен культурный слой. Вот мешки с летней одеждой, вот зимней, до которых активисты, видите, вот все и повалилось, обычно докапывались только летом. Кто будет носить шубу летом? А где ее хранить до зимы? Вот тут на помощь приходите вы. Вы помогаете нам, вы посылаете нам небольшие суммы денег. Но поскольку таких добрых душ много, у нас появляется офис, где можно в уголке положить сани летом, а телегу зимой. Ссылку на то, чтобы нам помочь, смотрите на экране или под этим видео. И, кстати, о помощи. Если вы небольшая, но очень инициативная группа, то, пожалуйста, приезжайте к нам и берите у нас гуманитарную помощь целыми машинами. Только чур не рыться прямо здесь, а то потом кто будет все обратно раскладывать по мешкам и коробкам. Напоминаю, все наши волонтеры – это в прямом смысле волонтеры, которые делают это все за идею. И гвоздь нашей программы, наш талисман и пароль нашего сверхсекретного дела – славянский шкаф. Если вам нужен славянский шкаф, то милости прошу.
Вот он, прекрасный, широкий, стоит в уголке и ждет своего нового и верного владельца. Отдаем самовывозом. Возьмите с собой 4 крепких человека и большое транспортное средство. А тем, кто заинтересовался в нашей работе, мы напоминаем, сейчас мы собираем на погашение задолженности по этому самому складу. Перечислите нам, пожалуйста, деньги, и мы примемся за работу с новыми силами. Все ссылки в описании, то есть прямо под видео. Заходите и помогайте. Видеоотчет о динамике сбора я запишу через несколько дней. Живи Беларусь, и спасибо вам огромное.